Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале «Уютный мир игрушек Амигуруми». Меня зовут Катя. Я хотела сразу показать вам свой бардак на рабочем столе, все свои масштабные работы. В общем, с прошлого вязовлога я заканчивала заказ на игрушек по одной схеме. Мне оставалось связать 2 единорожки и ежика. Единорожку я начала вязать. Написала заказчице, что осталось мне связать 2 игрушек и заказ будет 3 игрушек, и заказ будет уже выполнен. На что я получила ответ, чтобы я сильно не торопилась, так как девушка сейчас ходит к неврологу, и получается вся денежка уходит на лечение, поэтому попросила не торопиться. В общем, в принципе, что я и сделала, я довязала буквально гриву. Пришила ее вот уже на днях. И осталось сделать хвостик. Так что пока жду дальнейшего распоряжения на заказ. В общем, да, такой необычный заказ. Сложности к заказам есть всякие разные. Бывает, что отказываются от заказа. Бывает, что просят не торопиться или еще что-нибудь. Но, в общем, заказ это тянется у меня уже очень долго. Ладно. Раз попалась такая возможность не торопиться с заказом, я решила, что пора начинать вязать мишку по схеме Паддингтона и начинать делать мастер-класс. Но я решила попробовать схему Паддингтона на схеме Винни-Пуха. Так, фокус. И, в принципе, вот такой вот мишка у меня получился. Он получился у меня крупнее, чем сам Паддингтон. Я вязала крючком Кловер 2,25, а Паддингтона я вязала обычным китайским крючком номер 2. И вот посмотрите, какое соотношение размеров головы у меня получилось. Ну, немножко я изменила мордочку, я добавила ряд. Здесь такая более тут плоская получается, приплюснутая. А у Винни-Пуха сделала более выпуклую. Вот. А так схема все по одной. И как раз таки, когда свяжу, посмотрю, сколько уйдет пряжи, потому что на Паддингтон у меня ушло ровно 1 моток, и там буквально чуть-чуть оставалось коричневого оттенка. И заодно протестирую, сколько получится у меня на Винни-Пуха, чтобы уже можно было точно сказать, сколько уйдет пряжи на этого зверя, на этого персонажа. Вот. Начала также вязать туловище. Также вяжу все из этого одного мотка. Просто я изначально хотела сделать голову на шплинтовом креплении. Часть не довязала. Потом начала вязать из этого же мотка только изнутри туловища. В общем, решила пока не заморачиваться. Пока оформить, посмотреть, как будет. Так, сбилась. Посмотреть, как будет выглядеть игрушка. Но... В принципе, это пока у меня тестовый вариант, я вяжу в свое свободное время. Но самое главное, что процесс сдвинулся, и потихонечку я все-таки закончу этот мастер-класс, потому что он тянется аж с лета. Я планировала мастер-класс этот закончить еще летом. Вот. Так, это еще один процесс. Но как только я начала вязать Паддингтона, мне пришел новый заказ. Это прям, знаете, как закон подлости. Как только начнешь вязать что-то свое, что-то, ну, из хотела, так что-то тебе начинает мешать. Но я, конечно же, не против. Заказы это всегда хорошо. Вот, в общем, вы видите частички таких вот маленьких игрушек. Я вам сейчас покажу. А мне пришло... Вот это вот. Мне пришло такое необычное предложение вязать маленькие игрушки по чужим схемам. Но есть определенная схема игрушек, чтобы я по ним вязала. И как раз таки мне девушка прислала мастер-класс попробовать на олененка и попробовать на мишку. Вот такие вот у меня игрушки получились. Эта девушка собирает, так сказать, детские боксы. И она попросила, чтобы... игрушки были по максимуму похожи, как у нее. Я вязала пока это просто по печатному мастер-классу. Но недавно девушка ко мне приезжала. Она предложила материалы, она сама дает. То есть она привезла мне несколько моточков пряжи и привезла попробовать крючок ее. Да блин. В общем, девушка предоставляет пряжу, крючок
И сейчас я покажу ее варианты. Так, и вот этот вот мишка. А вот таких вот она зверят вяжет, и оформление, чтобы по максимуму было как у нее. Здесь вот как раз таки я буду смотреть, как делать, на какой высоте бровки, глазки. И вот у меня из последних я связала вот такую вот мишку. Но естественно, что прям копия игрушек не будет, потому что каждый мастер вяжет по-своему и оформляет. Хоть бы он и повторял все действия как у автора, но все равно будут игрушки отличаться. Но здесь более-менее я думаю, что похоже. Вот это моя игрушка, вот это от автора. Вот. Я связала таких 2 штучки, которые уже пойдут в заказ. Одна игрушка ее, а вот это были пробные. На одном олененке уже висит брелочек. У меня дочка забрала его себе. В общем, и принесла вам показать. Так, один мишка у меня остается. Это для второй дочери будет. В общем, на чем я остановилась. Девушка вяжет крючком 2,5. Это крючок от фирмы Ади. Вот он. Я вяжу своих крючком 2,25 от фирмы Кловер. Но они размеры все одного и того же. Если посмотреть, 10 сантиметров мишка и оленята. Вот так вот. Если присмотреться. Я попробовала повязать вот этим вот крючком. Мне, честно говоря, неудобно стало из-за самой ручки. Я привыкла вязать прям на краешку, чтобы у меня пальчик был, и как-то фиксировать саму вот эту железненькую основу самого крючка. Но здесь такого варианта у меня не получается. Некомфортно мне как-то вот это вот идет. Я упираюсь вот на эту шишечку пальцем, и получается крючок не сильно плотно держится в руке. В общем, поэтому я в следующей встрече отдам девушке этот крючок. То есть буду вязать кловером. Ну, каждый мастер выбирает для себя. Она говорит, для меня удобно вязать Ади, чем кловером. А мне вот наоборот, я вот кловером мне удобней. Так что вот такие вот у меня новости на этой неделе. И хочу сказать, что вот эта вот работа, это будет как на постоянной основе. То есть девушка предложила мне сотрудничать, вязать игрушки. В месяц она просит 80. В месяц просят вязать 80 штучек, то есть 40 штучек мишек и 40 штучек оленят. Так что в ближайшее время, если я буду брать какие-то заказы, ну, между, например, чтобы совмещать заказы этих игрушек, то это будут совсем небольшие. Еще один заказ мне пришел с ярмарки мастеров. Связать маленького страусенка. Размер примерно 8-10 сантиметров. Но я сказала девушке, что я таких игрушек не вязала. Я свяжу игрушку там в течение недели, пока есть, когда будет свободное времени. Если ей понравится, то она заберет. Если нет, то страусенок просто останется у меня дома. Потому что я не стала говорить ни цену, сколько будет стоить. Просто озвучила такую версию, что я сначала свяжу, а потом уже она сама определится. Вот, в общем, в ближайшем будущем я буду заниматься вот такими вот маленькими зверятами. Заказчик спросил, если я буду справляться, то есть если будет еще оставаться времени, то у нее еще есть другие маленькие зверята, которые она будет мне потом предоставлять вязать. Пока я вот навязала небольшие пятнышки для мишек. Вот сейчас начала еще одну мишутку вязать. В общем, конечно, хочется вязать побыстрее, чтобы и денежка была, и, думаю, подзаработать тоже очень хорошо будет. Так что пойду дальше вязать. Встретимся с вами уже чуть попозже. Всем привет! Сегодня новое подключение. Также показываю все с рабочего стола. Хочу показать вам свои небольшие покупочки, которые я успела сделать. Точнее, забрать заказы Валберес. И начну, наверное, с пряжи. Все заказала упаковками. Была цена очень хорошая. И чтобы не доставать по каждому моточку, просто покажу наглядно цвета. Здесь все по 5 моточков. Здесь такой красивый коралловый оттенок. Вся пряжа Воланс. Такой вот песочный оттенок, темно-розовый, яблочный такой мятный оттенок. Заказала кремовый, белый, серенький и голубенький на полочку, чтобы было.
В общем, пока я не планирую что-то вязать с этой пряжи, заказов пока из плюшевой нет, но цена, повторяюсь, была очень-очень хорошая, поэтому будет лежать и ждать своего часа. И также заказала вот таких вот 3 корзиночки, это железные корзиночки. Давно хотела их заказать, такие хотелочки, и разделила по вязанию. Здесь у меня мастер-класс, точнее, здесь у меня вязаный Винни-Пух лежит. А здесь я начала вязать такой быстрый заказ. Мне нужно связать 12 котиков, буквально сегодня утром пришел. И здесь также лежат мишки, которые и оленят, которые я вяжу тоже для заказа. Это которая постоянная работка. Я навязала пока такие вот заготовочки. 3 заготовочки, 2 мишки у меня готовых. Здесь осталось оформить ушки, пришить и все. И практически один моток ушел, немножко начала уже другой. И напоследок буду вязать оленят. Вот. Не знаю, насколько продлится этот вязовлог, либо на 1 неделю, либо на 2, потому что никаких работ у меня законченных нету. А сегодня уже четверг, завтра в пятницу, по идее, надо выкладывать видео, но сами видите, какой у меня такой вязальный процесс. В общем, ничего законченного нету. Поэтому, наверное, растяну на 2 недельки, чтобы было интересно посмотреть. Вот. Если вдруг какие-то есть вопросы, обязательно задавайте, я постараюсь ответить. Всем привет! Сегодня у нас уже новое подключение, суббота. Хочу вам показать свои готовые игрушки, процессы, которые я успела связать за последнюю пятницу и немножко четверга. Я вам показывала пустую корзиночку, что я собираюсь вязать котиков. Я уже несколько котиков связала. Все стандартные. Таких котиков я уже вязала в таких расцветках. Вот, мне нужно связать таких 12 штучек и плюс 2 новеньких добавились. Это нужно связать 2 чисто черных котика. Чисто черных я еще не вязала, это будет для меня новиночка, и посмотреть, как пойдет пряжа. Надо с черной пряжей быть более аккуратной, потому что петли практически не видны. Нужно вязать в очень светлое время. Вот, пока на данный момент у меня связано 6 котиков. Всех уже оформила, мордочки оформила, хвостики пришила. Вот, еще 6 штучек нужно связать, и уже можно отправлять. Планирую за субботу и за воскресенье уже связать, чтобы в понедельник отправить. Так, дальше я вяжу свой заказ на маленьких мишек и оленят. У меня уже в наличии 6 готовых малышей. Я покажу вам корзиночку, потому что, чтобы малышей всех не доставать, я связала заготовку для олененка уже, вот маленькую. Начала вязать второго олененка. Вот, и уже мишки у меня готовых. Вот они лежат, уже все оформленные, ушки я пришила. Вот. И еще где-то на 2 мишки у меня осталось пряжи, и все. Надо будет потом тоже звонить заказчице и говорить, что заказ практически уже выполнен. Довяжу оленят и, наверное, буду уже созваниваться. Так что этот процесс у меня также остается. Он переходит на следующую недельку. Будем вязать, довязывать. И заказик я успела выполнить в пятницу. Да, в пятницу. Это мне заказали небольшой набор. Грызунок, обвязанные буковые бусинки забрали из наличия. И к этой же расцветке я связала погремушку, зайку с ушками вниз. Вот. Все, сейчас уже, точнее, уже подходят. И поэтому я решила быстренько отснять видео, показать все свои результаты. Мастер-класс на такую зайку есть ВКонтакте, либо Яндекс.Дзене. Я оставлю вам ссылочку, где удобнее, там вы можете посмотреть. Вот, и вот такой вот наборчик у меня уезжает. Вязала я из пряжи Yarner Jeans, а ярко-малиновый такой оттенок, это я только Baby, по-моему, не помню название, если честно, но тоже полухлопок, только ниточка более тонкая. Вот. Сейчас буду упаковывать, уже все подготовила, вот, показала вам, и пойду все оформлять. Все, пойду дальше вязать и встретимся с вами уже чуть-чуть позже.
Всем привет! Сегодня у нас уже понедельник, это стартовала новая неделя, я продолжаю снимать вязовлог и хочу вам показать заказ, который я успела связать. Это те заказы, которые были в составе 12 котиков. Вот. Я их полностью довязала и скоро уже буду оформлять и пойду сегодня же отправлю на почту. Все котики стандартные по мастер-классу с канала Мир вязаных игрушек. Я думаю, все котиков этих уже знали, связали по несколько штук. А у меня в этом сезоне, так сказать, осеннем сезоне, я связала 53 котика вместе с этими 12. То есть 53 котика у меня в копилочку. Это первые котики, которые я начала вязать в этом году и этой осенью. Так, новиночка из котиков у меня, это попросили связать 2 черненьких, сейчас фокус не ловит, 2 черных котика полностью, только мордочки беленькие. Их чуть-чуть попозже я почищу, потому что на черный цвет все прилипает, особенно наполнитель, на холофайбер. Перед отправкой я их немножко почищу. Связался один лавандовый, темно-голубенький, радужный связался, такой вот. Спасибо Кристине за идею. И связался такой вот коричневый, горчичный оттенок. Так что все вот эти 12 котиков у меня готовы. В принципе, это все, что я хотела показать в этом подключении. Как бы я вяжу, стараюсь захватывать все свои вязальные процессы. Вот только успела закончить котиков. И все. А так у меня все по процессам. Маленькие мишки и оленята вяжутся. Мишка Винни-Пух пока на стадии связанной одной головы. И начала вязать буквально вчера. Связала 2 ручки. Это единорожка. Вяжу из ярнарджинса розовенькую. А грива также будет ярнард. Вот такой вот состав. Это к тому же заказу, где были у меня коллекция моих маленьких игрушек, вот, которую девушка просила не торопиться. Я вот только сейчас начала довязывать 2 игрушки. Осталась единорожка и ежик, и все. Так что на этом говорю до связи, до нового подключения, и встретимся чуть-чуть попозже. Может быть, когда упакую котиков, покажу, как это выглядит наглядно. Всем добрый вечер. Я не снимала дни вторник, среда, а сегодня четверг, час 52 минуты на часах. И решила все-таки подключиться, показать вообще, какой процесс у меня сейчас идет. Я довязала единорожку, которая была розовенькая, я вам покажу в конце этого видео. А сейчас просто хочу показать новую мордашку. Это будет, фокус не ловит из-за вечера, это будет девочка-ежик, игрушки по одной схеме. Вот. Пряжу использовала для ежика, это Лизе Хобби. Такой интересный оттенок у него, это получается оттенок 446. Он вроде как такой цвет печеньки, но более такой насыщенный. Колючки у меня были из пряжи тоже Ализе Декафюр. Вот. Я сначала связала основу головы, а потом сзади я провязывала полосочками, и чтобы не
не были видны косички, когда ты провязываешь, я потом липучкой начесала. В общем, да, липучка вытаскивает и эту пряжу тоже очень хорошо. Я изначально пробовала расческой прочесать, но вообще безнадежно. Но вспомнила, что есть такая вещь, как липучка, и прям идеально подошло. И немножко, когда начесала, немножко сделала ножничками прическу. В общем, такая вот девочка, девочка-ежик у меня получается. Пока только оформила мордашку, начала вязать ножки. Вот, хочу сегодня закончить, и это будет полностью готовый заказ на, сколько у меня тут, на 15 вязаных игрушек и 6 из наличия, это которые поедут в Питер. Да, девушка опять пропала. Такой вот у меня везучий заказчик попался. То есть в сети, то нет в сети. И прям, честно говоря, очень сильно напрягают такие покупателей. Знать бы заранее, например, если ты, ну, я не знаю, знать бы, конечно, бы заранее, будет ли человек серьезно относиться к этому заказу или нет. То есть это такие моменты очень неприятные, когда ты вяжешь, уделяешь все время игрушкам, да, стараешься связать на заказ, вроде как быстрее хочется связать, да, и быстрее отправить, чтобы человек не ждал, а человек, наоборот, сам делает все такие вещи, которые, чтобы я ждала ее, вот. Как бы это очень неправильно и прям нагнетает. Если вдруг девушка захочет заказать еще раз, то я буду отказываться от такого, потому что это несерьезно, это как-то неприятно, в общем. Момент такой, вот, как бы я могла и другие заказы взять и связать, если бы она точно бы мне сказала. Она изначально как бы говорила, чтобы заказ, ну, там в течение месяца был готов, так уже второй месяц идет. Точнее, даже может скоро второй месяц закончится, надо посмотреть, когда было точно заказ был. И я все вяжу. И в итоге она 22 числа была последний раз в сети. И все. Вот я сегодня довяжу ежика. А в пятницу я загружу видео и буду ей писать. И посмотрим, через какое время нам не ответит. Вот. В общем, такие вот неприятные моменты тоже попадаются. И, честно-честно, очень-очень-очень неприятно. Вот так вот. Ладно, немножко выговорилась на вечер. Так что подожду окончания ежика и более подробно вам покажу уже готовый результат. Покажу, сколько я связала маленьких оленят и мишек, и покажу единорожку. Такой маленький был крик души. Спасибо, что выслушали. Вот. До связи. Всем доброе утро. Хочу подвести итоги за последние 2 недели. На чем я сейчас остановилась и что я связала. Последний выполненный заказ был это на котиков, 12 штучек, они уже у адресата. Потом мои небольшие готовые работы, это вот такая вот замечательная корзиночка маленьких мишек и оленят. Но я, конечно же, не довязала всех оленят. Мне осталось буквально вот чуть больше полмоточка пряжи. Я вот начала еще одного. Буду уже довязывать на выходных. А так у меня уже связано 9 мишек и 6 оленят. По идее, также должно и 9 оленят получиться из 2 моточков, как и мишуток. Вот. Должно быть ровное количество, так как вот эти игрушки у заказчицы идут парами. То есть их надо вязать, стараться, чтобы было одинаковое количество тех и тех. Вот. Ну, в принципе, результатом я довольна, потому что в течение 2 недель я вязала не только этих мишек, но и другие заказы, с которыми я, конечно же, с вами делилась и показывала. А сейчас я хочу вам показать готовую игрушку, которую я буквально вот довязала вечером, точнее поздней ночью. Так, и вот такой вот ежик в виде девочки у меня получился. Вот так вот выглядит. Я сделала розовый свитерочек под бантик. Здесь абсолютно простая схемка. Здесь в основном у ежика добавляется, точнее, колючки на голову, а остальное
схемка, как у всех маленьких моих игрушек по одной схеме. Голова, туловище и ручки, все идентично. Просто самое простое оформление, чтобы сильно не усложнять игрушку. И провязала просто волосики. И все. И вот такая вот миленькая девочка у меня получилась. Вот. Этот заказ я также полностью уже связала. Осталось сфотографировать и, повторюсь, отправить фотографию заказчице. Вот это единорожка, которую я вязала из последних. Розовенькая и с яркими переливающимися кудрями. В комплекте у меня 2 единорожки. Это я уже вам показывала, по-моему, в предыдущем вязовлоге. Какие-то игрушки тянулись, и я уже показывала вам их. Ну, сейчас быстренько сейчас быстренько покажу, чтобы уже зафиксировать полный состав этого заказа. Так, 2 олененка, 2 лисенка, 2 собачки. Потом у нас жирафик. Фокус тоже почему-то не ловит. Вечер. Потом, сейчас скажу, 2 коричневых мишки. Мальчик и девочка. 2 мишутки. 2 зайчика. Вот. И бегемотик. А остальные игрушки, которые я сейчас вам покажу, это были из наличия. Тигреночек. И 4 игрушки фруктовые зайки. Это фруктовая зайка яблочко. Дальше фруктовая зайка, получается, дынька. Я изначально хотела цитрусовую сделать, но они так гармонично смотрелись вместе с арбузиком, что я подумала, что это типичная дынька и арбузик рядышком. И также забирают вишенку. На этих игрушек зайки-фруктики есть платный мастер-класс в формате PDF. Ссылочки будут внизу. Если кого заинтересовал, можно пройти и скачать. Также мастер-классы на всех маленьких игрушек, которые есть у меня описание, будет также под видео. В течение времени будут добавляться разные мастер-классы, также и на ежика я сделаю. Это будет совсем простое. Потом на какое у меня нет описания, на линят, по-моему, есть. Нету описания у меня, вроде, по-моему, здесь все есть. Я успела сделать на все описание из этих игрушек. Но каких-то нет здесь наличия, но они есть. В общем, все мастер-классы на маленьких игрушек будут внизу под видео. Если кого-то заинтересовало, если кто-то хочет тоже собрать такую коллекцию, то проходите, вяжите. Игрушки получаются очень яркими, классными. Сейчас будет очень актуально вязать олененка ярко красочных полосатых свитерочках новогодних. Поэтому проходите. Внизу будет под видео. Вот. Ну, в принципе, все, что я вам хотела показать и рассказать, я показала. Единственное, что не успела довязать некоторые заказы. Еще начала вязать заказ. Это маленький страусенок, но уже я его покажу в следующем заказе. Так что в следующем вязовлоге будет тоже интересные игрушки. Также пришел заказ на моих малышей. Там 4 игрушечки будет. И продолжу вязать. По поводу мишки, он у меня остался на стадии мордочки, ушек и начала туловища. То есть я его не успела продвинуть. Я занималась вязанием заказов. Вот так вот. Если кому-то понравился этот вязовлог, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до следующего нового вязовлога. Пока-пока!